Всем привет! Это канал Готовить Просто. Сегодня будем готовить новый торт Сникерс. Это настоящий батончик Сникерс, только большой, как торт. Это очень вкусно, нуга и тянущаяся карамель. Просто, если вы любите Сникерсы, то это торт для вас. Делать его просто, несложно. Есть свои секреты в приготовлении такого торта, и сегодня я с вами ими поделюсь. Поэтому оставайтесь вместе со мной. Часто мне пишете: Оля, порекомендуй что-то еще новое, вкусное и интересное вообще в интернете. Так вот, сегодня я вам рекомендую канал моего хорошего знакомого друга Виталия. Канал называется «Покашеварим». Там очень много хороших, вкусных, невероятно необычных рецептов. Поэтому заходите, внизу есть ссылка, переходите, смотрите, пробуйте. Я уверена, что для себя вы найдете очень много нового, необычная подача, очень вкусно. В общем, обязательно заходите, посмотрите, попробуйте, приготовьте. И привет от меня, Виталий. Начнем делать торт. Нам понадобится арахис, причем почищенный и сырой. Купите уже почищенный арахис, сырой, не соленый, вот никакой такой, обычный. Его нужно промыть, потому что непонятно, где он лежал, непонятно, как он фасовался, поэтому нужно промыть. И обязательный такой момент: мыть нужно под прохладной водой, не под горячей. Обязательно убедитесь в том, что вода прохладная. Промываем, значит, сильно много мочить орехи не нужно, вот этого будет достаточно. Теперь два варианта: либо возьмите какое-то полотенце, пергаментную бумагу, выложите туда и все это дело промокните в течение 50 минут, 5-10 минут, чтобы оно полежало на столе и чуть-чуть впитало в себя влагу. У меня есть такая сушилка, я буду сушить на ней, очень удобно. Я сушу ягоды, зелень и орехи тоже. Вся вода остается на стеночках, и орехи сразу сухие. Вот так. Видите, и внизу остается водичка. Еще покручу минутку и буду выкладывать их на противень. Вы это можете сделать, еще раз повторюсь, вместо полотенчика. Противень устилаем пергаментной бумагой. Сюда высыпаем орехи, уже которые будут сухие. Вот они у меня уже сухие буквально за 1-2 минуты. Раскладываем их в один слой обязательно. Если вы делаете большой-большой торт, я не знаю, какая у вас формочка, то орехи должны все равно сушиться в один слой. Если орехов много, сушите в 2 слоя. Ой, в 2 раза, в 2 захода. Но ни в коем случае орех на орех лежать не должен. Теперь разогрейте духовку до 180 градусов и отправляем туда в горячую духовку на 5 минут орехи. Приготовим формочку, в которой будем делать торт. У меня вот такой вот кирпичик, чтобы оно могло быть похоже на сникерс. Но видите, чуть-чуть края заужены к низу. Просто другой формочки у меня нет. Не нашла я такой, ну вот, ровный прямоугольник. Если вы найдете такой, будет хорошо. Какие здесь параметры? 12 и здесь 27. Если у вас будет уже, но длиннее, или шире, но даже такая вот длина, но шире, ничего страшного. Просто выберите такой вот кирпичик в магазине. В принципе, можно взять даже силикон. Пожалуйста, возьмите силикон. Не важно, какого металла будет формочка. Сюда нужно капнуть капельку растительного масла. И по дну вот так размазать, можно чуть-чуть в стороны и бока промазать. Теперь что нужно сделать? Берем кусок пергамента и застилаем внутри пергаментом. Промазывали маслом, чтобы пергамент немножечко прилип, чтобы не ерзался. Вот так вот хорошо придавливаем. Формочка у нас готова. Пока орехи подсушиваются 5 минут, мы будем готовить глюкозный сироп. Без него абсолютно никак. Его приготовить можно очень просто. Вам понадобится кастрюлька. Обязательно можно без крышки, но самое главное, чтобы она была с плотным дном. Дно должно быть толстое. Тонкое дно не подходит. Поэтому выберите кастрюльку небольшую, но с плотным дном. И еще очень важно, борта должны быть достаточно высокие, потому что глюкозный сироп имеет свойство подниматься наверх. Это важно. Теперь сахар, вода, лимонная кислота, сода. И вам понадобится такой термометр для измерения температуры. Потому что мы будем варить этот глюкозный сироп, ему нужна определенная температура. И вообще в этом торте очень часто мы будем использовать такой вот термометр. Стоит он абсолютно недорого. Вы можете купить его на раскладках, на рынках, в магазинах,
там, где продается все для кулинарии, или заказать по интернету. Но без него очень тяжело, потому что он выдает точное количество температуры продуктов, которые мы будем готовить, и это очень важно, вовремя их снять. Но это такой вот важный момент. Возьмите какую-то кружечку, у меня есть вот такая вот мерная ложка, нам понадобится ровно 2 части сахара. Что это значит? Если вы меряете кружкой, то кружкой. Если меряете вот таким вот стаканом, как я, то можно таким стаканом, чем угодно. Главное, чтобы было 2 одинаковые части. Это одна часть и точно такая же вторая. И возьмем одну часть воды, то есть одну кружечку воды. Вот так. Все граммы по поводу воды и количества сахара я дала в рецепте вот перед этим, там было видео сколько чего. Перемешиваем, сюда отправляем лимонную кислоту и включаем. Значит, нужно поставить на средний огонь и варить до того, чтобы растворился сахар. Буквально за 2 минуты сахар растворился. И теперь мы должны подождать, чтобы эта вся масса начала хорошо кипеть. Когда оно закипело, нам понадобится термометр. Его нужно включить и выбрать Цельсию или Фаренгейт. Но мы выбираем Цельсию. Закрепляем его на стеночке, и чтобы его край не касался дна посудинки, он должен касаться просто самой жидкости, дна не должен. И теперь посмотрите на температуру, она начинает расти, 75, 76, вырасти она должна до 115 градусов. Как только градусы будут 115, это значит, что наш сироп готов. 115 градусов, посмотрите, теперь можно его выключать и отставлять. Отправляем сюда 1 чайную ложечку соды, для того, чтобы погасить реакцию. Оно начнет пениться, не пугайтесь. Вот так. И перемешиваем до тех пор, пока пена не упадет. Посмотрите, какая пена получается. Вот так вот оно должно выглядеть. Сейчас я мешаю, в течение минут 5 пена спадет, даже быстрее. В общей сложности сироп варился приблизительно где-то 15-17 минут. Поначалу на термометре очень так быстро нагрелась температура, где-то до 95 или 6, а потом уже до 115 добегала очень долго. Итак, мешаем, чтобы вот все пузырьки ушли, чтобы остался гладкий сироп. Посмотрите, прошло минут 5-6, пенообразование еще не закончилось, поэтому, дабы можно его уже не мешать, отставить его в сторону еще минут на 10-12, пузырьки должны полностью исчезнуть, и сироп должен остаться прозрачным. Так как торт состоит полностью из арахиса, нам понадобится несколько ложек арахисового масла. Для этого возьмем сковородку маленькую с плотным дном. Тонкие сковородки не подходят, только плотное дно. На нее высыпаем арахис и отправляем на плиту. Арахис, как и в прошлый раз, должен быть абсолютно свежий. Он не должен быть ни соленый, ни в кожуре. Я уже покупаю без кожуры, чтобы его не чистить. Все время непрерывно помешивая, в течение где-то приблизительно 10 минут его нужно обжарить. Орехи практически готовы, еще минутку я их буду снимать. Имейте в виду, чем лучше вы зажарите орехи, тем вкуснее и ярко выраженный вкус вашего арахисового масла будет. Поджаренные орехи отправляем в блендер. Я буду перебивать это все в блендере. Вот так. Теперь сюда же отправляем чайную ложечку, можно 1,5, сахарной пудры, пол ложечки соли. Посмотрите, вот так. И начинаем перебивать. Значит, сначала оно у вас получится как такая арахисовая мука. Посмотрите, получается вот такая крошка. Теперь крошку нужно немного попробовать, чтобы понять, мало в ней соли или много. Оно должно быть такое солененькое слегка и чувствоваться немного сладости. Поэтому оно не должно быть пресное. Положите чуть больше соли, поэтому попробуйте, чтобы было солененькое. Я добавляю еще немножечко соли и еще немножечко сахарной пудры. Я использую сахарную пудру, потому что сахар долго будет растворяться, а сахарная пудра очень быстро. И еще будем взбивать. Значит, теперь процесс взбивания занимает не меньше 10-15 минут, это точно. И у меня мой блендер на 600 ватт. И делаю я это 10-15 минут до кремообразного, пастообразного состояния. Если у вас блендер еще менее мощный, значит время будет увеличиваться, имейте это в виду.
Время от времени блендер нужно открывать, и все, что на дне, вот так вот поднимать, потому что оно иногда трамбуется, и все, что со стеночек, счищать вниз. Значит, смотрите, сам блендер нагреваться у вас не должен, но у меня он ни разу не нагревается за 15 минут. Если у вас нагревается, давайте ему передохнуть. У меня не нагревается. Но горячая вот эта чаша, потому что мы сюда отправили горячие орехи, теперь мы их перебиваем под высокой скоростью, она нагревается, это нормально. Открываем. Посмотрите, какая паста у нас получилась. Сейчас я вам покажу. Вот такая. Я ничего сюда не добавляла. Это просто масло самого ореха. Вообще в этот раз я купила очень удачные орехи. И они сами выделяют хорошо много жира. Видите, ничего добавлять не нужно. Вот такая получилась пастообразная арахисовое масло. Значит, если вы купили орехи, долго их взбиваете, а они не образовывают массу или образовывают, но плохо, долго это в том случае, если вы взбиваете дольше, чем 15 минут. Добавьте туда пол чайной ложки оливкового и подсолнечного масла. Таким образом они собьются быстрее. Я вот даже приготовила, думаю, не знаю, как будет в этот раз, покажу вам, если что, как добавлять масло. Но ни капли его не использовала, потому что орехи были свежие, и они моментально отдали масло. И вообще, если вы хорошо прожарите орехи, то они быстрее отдают масло. Посмотрите, вот такая паста у нас получилась, она соленоватая на вкус. Это то, что должно было получиться. Значит, посмотрите, прошло еще минут 10. Видите, он еще стал более прозрачным, но не до конца. Такой сироп, вот если вот я, видите, вот так вот лью, видно, что еще куча пузырьков, много-много пузырьков. Они все должны уйти. То есть до того, как мы зальем это в баночку для хранения, они должны уйти. Но сейчас уже, в принципе, я могу его использовать дальше в приготовлении торта. Такой сироп можно хранить в холодильнике, когда он полностью остынет и не будет внутри пузырьков. Переливаете в баночку, закрываете, и он может несколько месяцев стоять в холодильнике, его используют для тортов, для разной кондитерки. Значит, как понять, что ваш сироп, вот этот глюкозный, он полностью готов? Смотрите, что делаете. Берете немного сиропа и накручиваете на пальчик. Вторым прижимаете, и он должен, посмотрите, как расходиться. Я надеюсь, вам видно. Знаете, когда в сникерсе вы ломаете сникерс, и там тянутся такие вкусные длинные карамельные нити. Вот это этот глюкозный сироп. И чем лучше он у вас будет тянуться, тем лучше будет тянуться сам сникерс. Видите, оно прозрачное. Вот так оно должно выглядеть у вас. Он еще слегка теплый, сейчас я отмеряю, какое количество мне нужно, и будем дальше готовить, собственно, основную часть. Берем кастрюльку, тоже обязательно с толстым дном. Сюда высыпаем сахар, выливаем сливки. Все пропорции я указала, я думаю, что вам видно. Молоко и сироп, который мы с вами варили. Вот сюда выливаем. Там на картинке вы увидели, какой сироп должен быть в итоге. Но я уже ждать не буду, потому что, в принципе, его можно уже использовать. И той нормы сиропа, которую я дала, вот этого глюкозного, его хватает четко этой нормы на один торт. Если вы хотите больше, то варите себе отдельно больше, потом его можно использовать. Посмотрите, как он тянется. Вот так, видите, какие ниточки. Ставим на средний огонь, и мы должны все мешать до растворения сахара. Вот так вот все перемешиваем до однородного состояния. Когда оно начнет закипать, оно моментально все растворится, распределится, и мы опять будем использовать термометр. Я все время, не отходя от него, помешивала в течение где-то 4-5 минут. Он начал кипеть и увеличился в 2-2,5 раза. Имейте это в виду, чтобы борта вашей кастрюльки это позволяли, но тем не менее, чтобы было хорошее, высокое, плотное дно. Как только оно начало вот так кипеть, больше можно не мешать. Теперь берем наш термометр, включаем его и отправляем вот сюда вовнутрь. Температура, которой должен он достичь, 115 градусов. Средний огонь. Посмотрите, 114,4, сейчас будет 115. Посмотрите, какое оно темного цвета оно получилось. Высоко поднялись борта.
Вот такое вот темное оно должно быть, потому что, по сути, мы варим карамель, которую мы сейчас будем заливать в орехи. Итак, еще чуть-чуть. Вот так. Теперь, выключая с огня, я сразу отодвину. Сюда, не мешкая, отправляем орешки, которые мы с вами подсушили в самом начале. И хорошо-хорошо перемешиваем. Вот так. Посмотрите. Теперь берем формочку, которую мы с вами приготовили. Выливаем. Посмотрите, оно все гладко, ровно. Теперь в раковину нужно набрать холодной воды. Отправляем в холодную воду и оставляем его здесь до полного остывания. Обычно где-то минут за 20 он застынет, а мы будем готовить следующий слой. Берем эту же мисочку, я ее помыла, отправляем сюда сахарную пудру, немного воды. Вылили воду и выливаем наш глюкозный сироп. Я его поставила немного в микроволновку, буквально на пару секунд, потому что он уже совсем застыл. Хорошо, вот таким образом. Все это, так, вычищаем. Все это отправляем на огонь. Опять же, огонь должен быть средний. Мешаем до растворения сахарной пудры, она растворится очень быстро. И будем варить тоже минут 15 и использовать градусник. Но теперь градусы должны увеличиться до 120. Не 115, как было 2 раза предыдущих, а 120. Вот смотрите, сейчас я поставлю, включу. И пока он тут варится, мы возьмем 2 белка. Нам понадобится 2 белка. Будем взбивать их в миксере. Вот так, 2 белочка. Смотрите, он начинает закипать. Мешать лучше силиконовой лопаточкой, причем прижимая ее к стенкам. Вот так, смотрите. Теперь можно не мешать больше. Берем силиконовую такую вот метелочку. И вот так вот убираем излишки влаги, которую она выделяет. Она немножечко стреляет. Вот так вот по краю. Как только начала кипеть, сюда включаем и опускаем термометр. Для чего? Теперь мы должны варить его до 120 градусов. Как только температура поднимется где-то приблизительно до 110, можно начинать взбивать белки, чтобы успеть горячий сироп залить уже в взбитые белки. Уже 100 градусов. Мешать его не надо, пусть он дальше золотит. Сироп готов. Белки взбиваются. Теперь взбиваются белки, а мы потихоньку наливаем сироп на большой скорости. Отправляем сюда пол чайной ложечки соли и пинат-баттер, который мы с вами сделали, вот это вот масло арахисовое. И теперь соединяем, взбиваем еще раз до полного растворения масла. И в принципе готова наша нуга. Взбиваем. Взбиваем полученную нугу вот сюда на орехи, распределяя ее по всему вот этому вот периметру. Значит, все зависит от цвета орехов. У вас она может получиться немного светлее. Вот так. Нужно все распределить, чтобы было равномерно. Отправляем еще раз в воду, пусть оно стоит до полного застывания сверху вот нашей нуги. На огонь ставим сливки, включаем температуру, сливки надо хорошо разогреть, чтобы они хорошо прогрелись, но ни в коем случае они не должны закипеть. Как только вы увидите, начинаются пузырики, сразу нужно отставить. Посмотрите, хорошо идет пар, и я слышу потрескивание, и внутри маленькие бульбашки. Я быстренько это все снимаю и закладываю в горячие сливки шоколад. Мешать шоколад не нужно, просто нужно оставить, он сам растает в течение буквально 4-3 минуток. Прошло буквально 2 или 3 минутки, я это все перемешиваю, посмотрите, как растал шоколад. Теперь можно взять миксер или блендер,
Я, чтобы не пачкать большой миксер, возьму маленький ручной. И все это хорошо собью до однородной массы. Ну вот, собственно, и все. Посмотрите. Наш ганаш готов. Теперь нужно его отставить. Он должен хотя бы полчаса-час постоять при комнатной температуре. Не ставьте его в холод, не нужно этого делать. Теперь вот так я его отставляю. Его можно будет помешать в течение часа. И мы сможем сверху затягивать на штору. Я выняла из холодильника застывшую форму. Оно уже застыло, хотя немножечко здесь такое сверху липкое. Но оно застывшее хорошо держит форму. Вот так с боков, там где не прилипает у нас пергамент, отделяем немножечко. И можно вынимать. Вот так. И теперь нужно отделить пергаментную бумагу от всего нашего батончика. Посмотрите. В принципе, она легко отходит. Вот так. Отправляем на чистый лист пергаментной бумаги небольшое количество шоколада, которое мы с вами сделали. И разравниваем его приблизительно в одну толщину по длине и ширине нашего батончика. Вот так. Уже он немножечко, видите, подгус. Если он у вас останется дольше на столе, там пройдет часа 2-3, он еще больше загуснет. Если вы совсем не успеваете и сделали, и на следующий день собираетесь промазывать его шоколадом, то просто чуть-чуть его подогрейте в микроволновке или на водяной бане. Так, посмотрите, вот таким образом. Теперь сюда наверх, сверху ставим наш батончик. Вот так, опускаем в шоколад. И теперь что нужно сделать? Вот эти вот стеночки запечатываем кверху. Вот так, посмотрите. Точно так же я буду делать и с этой стороны. Наверх тоже отправляем шоколад, весь который оставшийся. В принципе, той массы, которую я дала, хватает четко на вот такой батончик. Посмотрите, вот так. Теперь распределяем шоколад по бокам и поверху. Старайтесь выдержать приблизительно одинаковую толщину. Если он у вас сильно течет, если он жиже, чем у меня шоколад, то оставьте еще его на какое-то время на столе, он станет более густым. Посмотрите, вот так я выравниваю и бока тоже выровнять. Оставляем ложечку шоколада и поливаем, делая рисунок на нем. Вот так. Вы можете сделать так, как на сникерсе, можете сделать как просто на любом батончике, как у вас получится. Если шоколад немножко подгус, его можно в микроволновке растопить. И посмотрите, получаются вот такие вот, как на батончике, как будто вы купили. Разрежем и посмотрим, какой он получился внутри. Посмотрите, как тянется карамель. Вот я разрезала, еле разрезала, она так сильно тянется, даже, наверное, больше тянется, чем в обычном батончике Сникерс. Это очень вкусно. Обязательно попробуйте такой рецепт этого торта. Невероятно вкусная карамель, шоколад и нуга. Приятного аппетита. Спасибо, что сегодня были со мной. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Пока-пока.